Я приехал в место, которое Сталин подарил советским писателям как настоящий рай. Его называли советским Беверли-Хиллз, а сами писатели окрестили это место золотой клеткой на болоте. Сегодня смотрим, что осталось от этого рая. Погнали! Первое, что сносит крышу, так это собор Игоря Черниговского. Посмотрите на эти купола. Это не золото, это все из фарфора. Кстати, в мире такого больше нет. Представьте, это не металл, не краска, а огромные куски керамики. Как они блестят на солнце. Ощущение, как будто бы их только что достали из печи. Это настоящий психоделический собор. Он явно выбивается из того, что вы видели раньше. На территории, видите, есть такой, хотел сказать мини-парк, а это просто игрушки, да? Да, ну прикольно сделано. То есть есть туалеты, есть беседки, где можно посидеть, погулять, кафешка. Вот такое пространство. Большое, зеленое. Вижу, яблоня цветет. Но настоящий сюрреализм начинается там дальше, в лесу. И здесь тишина заставляет немножко задуматься. Это, между прочим, один из самых знаменитых некрополей. Вот могила Корнея Чуковского. Смотрите, как скромно. Человек, на сказках которого мы все выросли, лежит здесь. Позже заглянем к нему в гости, на его дачу. Здесь же рядом могила Пастернака. Вот она. Тоже все скромно. Плита, цветочки. Здесь, кстати, очень много знаменитостей. Я уже неоднократно делал прогулки по кладбищам Москвы. Мне кажется, я уже все их обошел. Туристические и нетуристические. Кому интересно, все это есть на канале. Смотрите плейлист «Москва». Москва, Россия. Ну а мы движемся дальше. Друзья, я на территории. Смотрите, есть спортивный прокат. Можно взять в аренду. А вы не знаете, что там в прокат можно взять? Спортинвентарь какой-то? Что, мячи или что, велосипеды? Что там? А, велосипеды. То есть можно по территории кататься? Понял, спасибо. Слышали, да? Велосипеды можно взять в аренду и по территории проехать. Так, и вот у нас первая дача. Это первая дача. Вот так они выглядели. Как вам? Ну, шикарная дача, хорошая. Его еще называют коттедж номер 1. Первая дача, коттедж номер 1. Здесь частенько проходят выставки. С виду, знаете, такая нарядная дача. Вокруг сосны, свежий воздух. И вот здесь, наверное, начинается самая главная история этого места. Говорят, что Максим Горький убедил Сталина построить здесь европейский рай для писателей. Знаете, какая ирония здесь? Писателям подарили рай, но построили его на болоте. Воду надо было выкачивать, окна не закрывались. Одна писательница даже назвала это петлей, сотканной руками жуликов. Ничего вам не напоминает в настоящем мире? Как белки бегают. В общем, это такая, знаете, настоящая изнанка
советского благополучия. Но смотрится красиво. Конечно, это все отреставрированное уже. Пойдемте дальше пройдемся. Посмотрите, это отделение почтовой связи. Здесь до сих пор живут люди, обычные люди. Вот дом, например. Дом-дача. Жилой дом. Просим не входить без приглашения. То есть здесь живут люди. Интересно, каково здесь жить, когда вокруг ходят туристы. Хотели бы здесь жить? Напишите в комментариях. Вот это здание сооружено 66-69 год. Сейчас пройдем еще в Дом писателей. Вон в то белоснежное здание с колоннами. А я хочу подняться наверх. Знаете, мне это напоминает вот именно советские курорты, знаете. Где-то на берегу моря. Вот подобные заведения. Здесь очень тихо, играет приятная музыка. Просто сюда приходишь, садишься, берешь что-нибудь покушать и наслаждаешься вот этой красотой, тишиной. Я как будто бы вернулся в СССР, в прошлое. Беседка, сосны, дачи. Классно. Здесь можно присесть, просто расслабляться, отдыхать. Это здание, кстати, еще, знаете, такое, у него, вернее, идеальный ретро-интерьер. Библиотека с панорамными окнами, винтажная мебель, и все это там сохранено. А это Дом писателей с колоннами. Белый красавец. Слушайте, я сейчас понял вайб этого места. Это расслабление, тишина, никакой суеты, спокойствие. Вот надо вот здесь вот так. Мне кажется, даже я сейчас снимать начал так. Тихо и спокойно. Как вам здание? Красавец, красавец, однозначно. 1955 год. Я даже представляю, сюда выходит кто-нибудь из прошлого, читает какой-нибудь лозунг, что-то рассказывает, выступает, в общем, письма победы. Вот сюда выходишь и читаешь речь. А мы с вами пойдем сейчас в ту сторону. На пути деревянная беседка. Их, кстати, здесь довольно-таки много. Ох ты, кресло-качалка. Сейчас-то я... Надеюсь, оно не развалится. Можно на нем сидеть? Слушайте, я в таком кресле, последний раз сидел, наверное, в лет в 10. Классно. Слушай, ну реально, я прям вот душой, наверное, отдыхаю здесь. Казалось бы, ничего вот такого. Лес да лес. Но, наверное, сама атмосфера, она создает такое ощущение. Это более уже такое современное здание, резиденция. Здесь бильярд, так понимаю. А, это гостиница, все понял. Ну, шикарное место у гостиницы. Там вот тренажеры стоят, беседка, можно также прилечь, там посидеть, отдохнуть. Птицы, слышите, да, как поют? Теннисные корты вижу. О, столы, вернее, теннисные столы. Вон там еще одна дача, давайте до нее дойдем. И пойдем уже на дачу Пастернака, Чуковского. И место, куда, пожалуй, все дачники ходили за водой, покажу. Родник. Гамак, еще одна дача. Вот такие тропиночки. Еще один гамак. Мостик. И вот этим всем можно воспользоваться.
То есть берешь книжку, падаешь в гамак и просто наслаждаешься. Ох ты, посмотрите, это что такое? Сейчас подойдем, узнаю. Выглядит, конечно, оригинально. Мостик. А, я понял, это архилес. Да, когда готовился, находил локацию, там что-то необычное сооружение деревянное. И называлось, по-моему, архилес. Вон табличка, можно прочитать, что это такое. Да, это архилес. Вот так приближу, а вы прочитаете сами. На паузу поставьте, кому интересно. На ветке залезать нельзя, написано. Самое главное. Вот такой прудик. Прудик уже больше похож на болотце, конечно. И пойдемте к дачам. Посмотрим. Посмотрим, как жили советские писатели. Есть туалеты, кафешки. То есть здесь все есть для того, чтобы просто сюда прийти на весь день и здесь зависать. Вот что и делает женщина, видите? Легла в гамак и наслаждается. Молодец. Друзья, дача-музей Чуковского. Здесь писатель прожил с 1938 по 1969 год. Фактически до своей смерти. Интерьер дома воссоздает, вернее, обстановку последних лет жизни писателя. Экспозиция здесь фотографии, работы графические, живописные полотна, книжное собрание. И вход стоит 300 рублей, но нужно предварительно записаться. Домик, знаете, такой скромненько, но со вкусом. И вокруг, посмотрите, какая территория. Огромная территория. То есть здесь он творил, жил, ходил, скорее всего, вот по этим дорожкам. Как вам? Пение птиц, деревья, свежий воздух, тишина. Самое главное, тишина. Хотели бы здесь дачу? Напишите в комментариях. Мне нравится. Ну а теперь пойдем посмотрим, как жил Пастернак. Но сначала покажу вам еще чудо дерева. Я когда зашел, был удивлен сначала, не понял, что это такое. Почему на дереве висит это. А сейчас покажу, что там висит. Вот про это дерево я и говорил. Это чудо дерева. Помните такое произведение у Чуковского? Я, к сожалению, не помню. Если вы помните, напишите. И пинетки, и сланцы, и кроссовки, чего здесь только нет. В 96-м году это дерево, можно сказать, вот в таком виде появилось. И сапоги кто-то закинул. Рядом с домом, где жил Чуковский, библиотека Чуковского. Это я в припадке фэншуй. А здесь дом Степана Щипачева, по-моему. Он большой. Мне кажется, даже больше, чем у Чуковского. Так, друзья, чтобы дойти до дачи Пастернака, нужно выйти, получается, из писательского городка. Вот там улица, дача Чуковского, а нам надо вот сюда. Здесь тоже дачи старинные, где жили и работали писатели. Ребят, достал телефон. Я просто не знаю всех писателей, ну я не могу их всех знать. А здесь, по этой улице, слева стороны у нас, с левой, дом Степана Щипачева. Потом есть дом Бориса Пильняка или Пельняка. Дом Чингиза Айтматова. Ну, вот этого я знаю.
Чуйковского мы посмотрели. Дом Ираклия Андронникова. И у нас сейчас должен быть как раз-таки дом Пастернака. А, еще есть дальше дом Александра Офиганевского. Дом-дача. И писательский родник. То есть, говорю, место очень насыщенное писателями. Если это, конечно, можно сказать. Вот, наверное, и дача Пастернака. А вы не подскажете, это дача Пастернака? Нет, ниже. Спасибо. Понял. Это дача Вознесенского. Давайте покажу хоть через забор, что ли. Потому что я не вижу, что там происходит. Забор старый, смотрите, мхом уже порос. Это действительно все старое. Мне кажется, это вот точно с 80-х, 70-х годов ничего не менялось. Не вижу дачу, посмотрю только уже, как говорится, когда буду монтировать. Почему-то никаких табличек. Частная собственность. Наверное, здесь сейчас кто-то живет. В плане из современников. Вот там шикарный особняк, дача. Может быть, это и есть дача Пастернака? Как вы думаете, сколько здесь стоит дача? Напишите в комментариях. Мне кажется, такой участок земли, даже с такой дачей, покосившейся, там, не знаю, однокомнатной, миллионов 50, как думаете? Или больше? Ну, я думаю, вот средняя цена такая, плюс-минус 50. Вот у меня такое ощущение. Так, и вот точно я дошел до дачи Пастернака. Дом-музей Пастернака. Друзья, фиксируем время работы, дни работы. Есть сайт, вся информация там обновляется. Нельзя проводить частные экскурсии на территории. Территория, конечно, огромная. И дом-дача, видите, как бы так в глубине. Леса меньше. У Чуковского, по-моему, больше лесная дача. В общем, в этом доме Пастернак жил с 39 по 60-е годы. После его смерти в доме был организован сначала неофициальный такой, знаете, общественный музей памяти. И вход, насколько я знаю, тоже 300 рублей. Говорю, на сайте информацию смотрите, прежде чем ехать сюда. Ну и дача у него, мне кажется, выглядит побогаче, чем у Чуковского. Но территория меньше. Там лес, а здесь, видите, солнышко пробивается, деревьев не так много. Вот так выглядит дом-музей. Оригинально. Я представляю, даже наверху, наверное, он садился, брал книжку, пил чай, писал, творил. Женщины сейчас выйдут ко мне. И вот такая территория небольшая. Печное отопление еще. Давайте с этой стороны покажу. И пойдем дальше. Как вам дача? Я говорю, все так вот скромненько, со вкусом. Наверху, наверное, тоже можно было тусоваться. Я имею в виду под крышей на чердаке. Окна старенькие, сразу видно. Так сейчас не делают однозначно. Смотрите, какие форточки маленькие, миленькие. Двойное остекление, 2 рамы. Рояль вижу. Все, двигаемся дальше. А это дом Афиногенова. Частная территория, заходить нельзя. Но посмотрите перед домом, какое насекомое. Это богомол. Интересно, к чему это? Я не знаю творчества Афиногенова. Если кто знает, пишите, делитесь. Ребят, посмотрите, какой контраст. Здесь дачи старинные, да? Уже шаткие такие, разваливаются. И вот за этим забором
современный забор и современные дачи. И вот я наконец-то добрался до писательского родника. Получил он свое название благодаря звездным соседям. В советские годы это было популярное место прогулок писателей, живших в окрестных дачах. Вот люди сейчас воду набирают. Речушка рядом. Считается, что сюда ходил сам Борис Пастернак, Корней Чуковский, Окуджава и другие классики. Кстати, пить отсюда не рекомендуется официально, но атмосфера, знаете, вот так и шепчет. Представьте, здесь за очередью стояли Пастернак, Окуджава. Мог здесь, наверное, напевать какие-то куплеты. Пастернак обдумывать главу доктора Живаго. Это, наверное, самая интеллигентная вода Подмосковья. Пить нельзя, но умыться-то уж точно можно. Ох, холодная, она ледяная. Класс. Ледяная водица. Мое мнение, Переделкино – это все же не про дачи. Это памятник тому, как власть пыталась приручить талант, заперев его в красивых декорациях. А что думаете вы, пишите в комментариях.